Всем привет! Сегодня у нас в гостях представительница фирмы «Моя фирма» Катерина, и мы поговорим о регистрации бизнеса и налогообложении в Польше. Привет, Катя! Привет, спасибо большое, что позвала. Хотела бы немного рассказать о нашей фирме, о нашей компании. Мы уже на рынке больше 11 лет. Все это время мы занимаемся IT-специалистами, которые релоцируются в Польшу, но так случилось, что в последнее время мы немного сдвинули наш градус. Сейчас также активно помогаем в регистрации компаний на территории Польши, а именно ООО «Спілка ЗО» и регистрация ИП или же jednoosobowa działalność gospodarcza. Ну вот ты уже и проговорила, да, что какие формы ведения бизнеса для иностранцев есть. Это спілка, діяльність господарча, и еще есть нерегистрируемый вид деятельности. Да. Это вот как у нас ремесленник. Да, тут стоит упомянуть о том, что если мы говорим о регистрации ИП, то все же для иностранца нужно иметь определенный статус, чтобы зарегистрировать ИП на территории Польши. Если мы говорим об ООО, то в принципе все могут зарегистрировать ООО на территории Польши. Ну а если не регистрированная деятельность, то тут все зависит от месячного дохода такого ремесленника. То есть доход месячный должен составлять не больше 50% от минимальной заработной платы на территории Польши. То есть сейчас она около 3500. С июля месяца она возрастает до 3600 злотых. Следовательно, это где-то 1800 злотых должен быть твой доход для того, чтобы ты была освобождена вот от уплаты налогов и от регистрации своей деятельности. Ну, давай теперь поподробнее о каждом, да. Ты уже сказала, что спілку может зарегистрировать любой гражданин, не гражданин, любой иностранец. Как это происходит? Как ее зарегистрировать? В принципе, в Польше регистрация деятельности проходит достаточно легко. Все это можно сделать онлайн. Слава богу, Польша движется в том направлении, чтобы диджитализировать свои услуги. И если вот мы говорим о регистрации компаний, либо же маленьких фирм, индивидуальных предпринимательств, то это все делается онлайн. Зачастую люди пользуются услугами или же юристов, или же компаний, такие как мы. Но все делается онлайн. Если мы говорим о регистрации компании «Спілка ЗО», то это вы подаете заявление в КРС, это судебный реестр, и после этого ожидаете, и в течение вот нескольких дней или же недель вашу заявку рассматривает, и потом у вас появляется номер КРС и номер НИП или же номер РЕГОН. Если мы говорим о среднестатистических сроках регистрации, то все зависит, потому что в нашей практике было такое, что и за день регистрировали, а было такое, что и за 90 дней. То есть максимальный вот срок это 90 дней, насколько можно растянуть. Но тоже нужно помнить, что это только регистрация компании. А вот настроить свою деятельность, найти нужных людей, открыть банковские счета, это тоже все очень долго. Кто может зарегистрировать спілку? Я как слышала, что нужно, чтобы было 2 співвластителя, чтобы зарегистрировать. Может, в принципе, и один человек зарегистрировать. Почему рекомендуют 2 співвластителей, соучредителей? Для того, чтобы компания вот считалась именно ООО, а не jednoosobowej działalnością господарча. Потому что если у вас 2 соучредителя, следовательно, у вас уже какое-то общество, у вас есть свои доли. Если в компании только один учредитель, то это считается как,
Jednoosobova деятельность, как это правильно Да, сказать? Да, это человек ведет свою деятельность, но только по формату ООО. И, следовательно, этот человек помимо корпоративного налога, корпоративного подоходного налога, он также должен уплачивать еще социальные взносы. А это около 280 евро в месяц. И вот для того, чтобы избежать вот этого ежемесячного взноса, рекомендуют найти себе второго соучредителя в пару и разделить эти доли. Какой нужен капитал? То есть должен быть вклад властный, да, как Да, я понимаю? минимальный капитал И это, есть. по-моему, 5000 злотых. Да, все верно. То есть в Польше минимальный капитал это 5000 злотых. А после регистрации нужно будет еще заплатить налог ПЦЦ. Он составляет 0,5 от этого уставного капитала. Поэтому, когда вы регистрируете компанию, тоже уточните этот момент, помните об этом моменте, что после вам также нужно будет уплатить налог с капитала. Эти деньги мы ложим на счет, да? Да. Регистрируем эту компанию. Можно ли после регистрации ими пользоваться или их снять? Да, их можно использовать в разных целях для ведения компании. Кто-то предпочитает использовать эти деньги, кто-то предпочитает не трогать эти деньги. Почему? Потому что многие иностранцы, которые ведут свою деятельность на территории Польши, претендуют на то, чтобы в будущем податься на карту ВНЖ, карту побыту, на основании ведения своей деятельности. И когда вы подаетесь как раз на такую карту, вы должны предоставить очень много документов, подтверждающих, что ваша компания является активной на польском рынке. И если вот, например, вы указываете, что у вас не было достаточно средств, и вам нужно было использовать средства капитала, то это может уже как-то негативно повлиять на решение офицера, который рассматривает ваше дело. Поэтому перед тем, как поддаваться, вообще перед тем, как регистрировать ООО на территории Польши, я бы рекомендовала проанализировать все варианты и все возможности, потому что помимо того, что мы можем зарегистрировать ООО, всегда нужно помнить о том, чтобы мы эту деятельность легко смогли закрыть. Не дай бог что, но риски должны оценивать сразу. И вот если мы регистрируем ООО, в будущем эту компанию будет достаточно сложно закрыть. Помимо всех налогов, помимо всех растрат, нужно понимать, что такая компания достаточно сложно закрывается, и зачастую такие компании просто перепродаются. Вот есть два вот этих учредителя, и ты говоришь, что они могут подаваться на карту побыта. Да. Они оба могут подаваться, или кто-то из них, они оба должны тогда быть зарегистрированы, быть работниками в этой же фирме? Какие тут Они условия? могут подаваться на основании того, что они соучредители, они могут подаваться на основании того, что они еще члены правления, они могут подаваться на основании того, что они работники. Все зависит от того, какие роли они будут выполнять в данной компании. Если мы понимаем, что спулка это возможность, есть діяльність господарча, но не все могут открыть, да? Какие в спулке налоги и что там вообще чревато, чем ее открывать? Ну, чревато, как я сказала уже, это закрытие. Если мы говорим о налогах, то достаточно все просто. ЦИТ, Corporate Income Tax, подоходный налог, да, подоходный налог на юридическое лицо, то есть все деньги, которые, весь доход, который компания сгенерировала, он налогооблагается. Налог ЦИТ будет составлять 9% или же 19%. Вот это зависит от чего, Вилка? 9, это зависит от порога, то есть компания должна сгенерировать определенную сумму, и если она уже сгенерировала эту сумму,
сумму, то она переходит на более повышенную ставку ТИТ. Если честно, на данный момент забыла, по-моему, это 2 миллиона евро. Вот если компания уже заработала свыше 2 миллионов евро, то тогда она должна уплачивать налог ТИТ. Так, окей, вот это ТИТ. Потом что еще в спулке у нас есть? Какое? Потом дивиденды. Если человек выплачивает, соучредитель выплачивает себе дивиденды, то он тоже должен уплачивать с них налоги, это 19%. И помимо этого, также человек должен, если этот человек выполняет какие-то функции в компании, например, он член правления или директор, или же он, допустим, CEO компании, он получает еще дополнительно доход за тогда это эту свою деятельность. Да, как трудоустроен он. То вот тут он еще дополнительно платит налоги ЗУС и налог ПИТ уже на свой личный доход. Ну, этот налог составляет 47%, так, если грубо считать, правильно? Это очень грубо, если честно. Тут все зависит. ЗУС не 47%. Ну да, в общем, мы просто считали как-то, что это получается 47%. Все вычеты. Вот, например, сумма брута и нетто. И разница будет то, что уплачивает смотря спулка. на каком договоре работает человек. Ну да, тут уже так. Да, потому что если мы говорим за трудовой кодекс, то да, там налоги высокие. Если мы говорим о цивильном кодексе, то тут варианты уже другие, и тут налог может быть намного меньше. Также нужно не забывать о том, что это за человек, что это за физическое лицо, потому что если это студент дневной формы или же молодой человек младше 26 лет, то там тоже есть свои опции по поводу оптимизации налогов, и они все закреплены на государственном уровне. То есть все эти моменты нужно обсуждать вот с компанией, которая будет вам регистрировать компанию и в будущем вести вашу деятельность. Мы поговорили уже о налогах, если человек трудоустроен, и еще есть ВАТ. Расскажи, вот это очень такая тема сложная, как по мне, чтобы как-то доступным языком, что это такое, и все ли обязаны этот ВАТ вычитать? Все зависит от того, какие услуги будет ваша компания предоставлять. Это в первый момент. Также второй момент — это то, кому вы будете предоставлять эти услуги. Это может быть физлицо или же юрлицо, находящееся в ЕС или же вне ЕС. Это может быть физлицо, которое находится в Польше. Если мы будем говорить простым языком, как я это интерпретирую, так ВАТ — это налог на добавленную стоимость, аналог НДС, который у нас в стране есть. И ВАТ уплачивается в зависимости от того, где находится ваш контрагент. И этот НДС уплачивается именно контрагентом или же покупателем. Так вот, если услуга продается польским юрлицом, то есть польской спулкой ЗО, польскому юрлицу или польскому физлицу идет ВАТ 23%. Если польская компания предоставляет услуги юрлицу, которое находится вне территории Польши, но в ЕС, то там налог ВАТ не применяется. Но если польское юрлицо предоставляет услуги физическому лицу, которое находится в Европейском Союзе, то там уже применяется ВАТ. Если мы говорим об американских юрлицах, то там ВАТ уже не применяется. Ты можешь выбирать, быть плательщиком ВАТ или нет. Да? Если мы говорим об ИП, то да, ты можешь выбирать. Если мы говорим о компаниях, о спулках, то этот момент нужно уточнять у бухгалтера. Окей. И, например, мы плательщики ВАТ. Значит, я продаю какую-то услугу, у меня заказывает, например, бизнес-представитель эту услугу, я ему просто надбавляю к стоимости эти 23%. Да. Он мне платит. А потом каким-то образом они могут перекрываться, да? Да, но это уже тоже больше бухгалтер поэтому сориентирует. В спулке мы тоже можем списывать все расходы.
Не все расходы, а только расходы на ведение своей деятельности. То есть, скажем, если ты ведешь, допустим, с пулку, у тебя открыт ресторан, и ты покупаешь машинку для, не знаю, педикюра какую-то, допустим, фрезу какую-то для маникюра, то вот вопрос, зачем? Ну, можно будет списать или нет. Да, бухгалтера это смогут как-то списать, но это должно быть все в разумных целях. Получается, у нас приходит приход, мы списываем на расходы то, что мы можем списать, и от чистого дохода мы сначала платим 9%, а потом, если 2 миллиона евро превышаем, то платим уже 19%. Да. Таким образом. Да. Ох, и теперь о ИП. Да. Если человек может открыть ИП и открывает ИП, здесь есть 3 возможные системы налогообложения. Да. Давай немножко о них поговорим. Первое, это у нас идет податок Ленёвы. Мы можем выбрать податок Ленёвы, и что это значит? Да, как ты уточнила сразу, есть 3 системы налогообложения, и вот для того, чтобы выбрать эту систему налогообложения, нужно разобраться, какой у тебя будет доход, какие услуги ты будешь предоставлять, и тоже смотрятся на некоторые аспекты, допустим, если эта девушка находится замужем или нет, есть ли у нее дети или нет, ну, либо же парень. Сейчас объясню, почему. Если мы говорим про податок Ленёвы, то, скажем так, эта система налогообложения очень актуальна среди людей, у которых будет очень много растрат и которые превысят пороговую сумму в размере 120 тысяч злотых. Что это значит? Вот ты ведешь свою деятельность, и у тебя достаточно много растрат, допустим, у тебя маникюрный салон, и у тебя растраты на покупку всякого оборудования, на покупку материалов, на оплату как раз-таки заработных плат, вот это все твои растраты. И ты понимаешь, что в год ты будешь зарабатывать свыше 120 тысяч злотых. Вот тебе в этом случае актуально и удобно эту систему налогообложения применять, потому что ты сможешь списать затраты и на всю прибыль, скажем так, на весь приход минус затраты, то есть доход, на весь доход у тебя ставка налогообложения будет 19%. Помимо этого ты еще уплатишь 4,9%, это будет твой ЗУС, и это только складка здравотна, то есть только взносы на медицинское страхование. Помимо этого, потом следующие полгода у тебя будет только складка здравотна, потом у тебя будут малый ЗУС и складка здравотна, и после 30 месяцев ведения своего бизнеса у тебя будет уже полный ЗУС и полный вот налог 19%. Если людям, которые не понимают, немножко не пожили в этой системе, очень сложно вот это вот все понимать. Но, наверное, надо нам на каких-то примерах тоже обсуждать. Да, давайте сначала тут пойдем не с того, какие есть формы налогообложения, а пойдем с того, какие растраты есть, когда ты ведешь ИП на территории Польши. То есть первая твоя растрата — это налог на приход или же налог на доход. Я, когда уже буду рассказывать про формы налогообложения, объясню, чем отличается приход от дохода, скажем так. Вторая растрата — это бухгалтер, который будет вести ваше ИП. И третьи расходы — это вот социальные и медицинские взносы. Если предприниматель ранее не вел деятельность на территории Польши, он только зарегистрировал свою деятельность, он во время регистрации может заявить о том, что он молодой предприниматель, и для него будет применяться льгота на старт. По-польски это звучит как ульга на старт. Что это означает? Что первые 6 месяцев предприниматель будет уплачивать только взносы на медицинское страхование. И размер этих взносов уже как раз-таки зависит от формы налогообложения, которую он выбирает.
после 6-месячного периода будет включаться уже второй уровень, давай назовем его так, и по этому уровню будут уплачиваться взносы на медицинское страхование и 30% от всей суммы взносов на социальное страхование. То есть это около 360 злотых на данный момент. Но эта сумма с каждым годом растет. То есть вы платите взносы на медицинское страхование, плюс уплачиваете эти взносы на социальное страхование. Такую сумму вы будете уплачивать на протяжении 2 лет. И вот у нас есть 6 месяцев, и у нас есть 24 месяца. Этот период, когда заканчивается, вот этот льготный период, когда заканчивается, мы уже будем уплачивать взносы на медицинское страхование и полный ЗУС. Полный ЗУС на данный момент составляет 1400 злотых, там с копейками. В будущем он будет составлять больше. Почему? Потому что вот сумма этого ЗУСа зависит от средней минимальной заработной платы по определенному региону за последний квартал финансового года. И вот в прошлом году заработная плата поднялась, следовательно, в этом году и ЗУС поднялся. Ты говоришь, есть все, ЗУС тоже зависит от того, какую систему налогообложения мы выберем. Да. Так, о ленивом мы немножко уже поговорили. Да. То есть о ленивом что нужно знать? Что эта система налогообложения актуальна для тех, кто ведет бизнес, и у него достаточно много растрат, и те, чей годовой доход будет превышать 120 тысяч злотых. Именно доход чистый. Да, именно доход. Следующая система налогообложения – податок доходовый. Да, это система на общих основаниях, засады огульно. Почему так? Потому что там вы уплачиваете как раз-таки налог на доход физического лица, personal income tax, и он составляет в Польше 12 или же 32%. И вот если ваш доход составил свыше 120 тысяч злотых, вот свыше этой пороговой суммы, это означает, что вы от суммы, что свыше, будете уплачивать не 12% подоходного налога, а 32% подоходного налога. Вот если мы говорим о линейной системе налогообложения, то там нет такой пороговой суммы, то есть там нет лимитов, там независимо от того, сколько ты в год зарабатываешь, ты платишь 19%. А вот в огульных засадах тут уже важно, сколько в год ты будешь зарабатывать, потому что заработаешь больше, следовательно, тебе нужно будет и налога больше заплатить. Ну тогда кому выгодно вести такую по этой форме налогообложения деятельности? Тем, в принципе, специалистам, которые только выходят на рынок, они не уверены, что их годовой доход будет 120 тысяч. Если так разбить по месяцам, то 120 тысяч это сколько у нас получается? 10 тысяч долларов, 10 тысяч злотых, да. То есть это те специалисты, которые уверены в том, что они не будут зарабатывать больше, они там начинающие специалисты. Но в этой системе налогообложения они тоже от чистой прибыли платят вот этот вот большой процент. Да. Угу. Потому что в Ричелте там уже от просто прихода, да? Вот от прихода, да. То есть если мы говорим про огульные засады и линейную систему налогообложения, то здесь вот можно списывать затраты, можно нанимать сотрудников, их заработная плата это тоже ваши затраты будут. То есть здесь можно красиво развиваться. Помимо этого тоже вначале я говорила, что важно еще понимать семейный статус определенного человека, который планирует открыть ИП. Вот, допустим, если мы говорим о системе налогообложения на общих основаниях, то если человек открыл ИП на этой системе, и он замужем или же женат,
то налоговые декларации в конце года смогут подавать оба супруга. То есть это может быть совместная налоговая декларация. Это в будущем будет удобно, если супруги хотят подаваться на карту резидента ЕС, то есть на долготерминовое, как это правильно сказать, на постоянное место проживания на территории Польши, на карту постоянного проживания в Польше. Вот А через это будет сколько они удобно. времени могут подаваться на такую карту? Тоже все зависит от исходных данных, но минимальный срок это 5 лет. Окей, давай тогда возьмем следующий, последнюю форму налогообложения. Это ричалд. Да. Чем он отличается от двух предыдущих? Ну, ты уже ранее указала, да. Если мы говорим о ричалте, то здесь весь налог применяется не на доход, а на приход. И здесь у нас нет точно явной процентной ставки, которая будет на ричалте. Все зависит от услуга и деятельности, которую ты ведешь на своем ИП. Если вот про IT-специалистов говорим, то там все это от 8,5 минимальная ставка и до 15%. Если мы говорим о других сферах, то там может и до 20% доходить. Это ставка ричалта. И тут как раз вступает в силу бухгалтер, который рекомендует, как правильно это сделать. Либо же консультант, это финансовый консультант или налоговый консультант, который перед регистрацией ИП помогает определить, какая же ставка ричалт будет для конкретного специалиста. И тоже важный момент состоит в том, что для таких специалистов, которые работают по системе налогообложения ричалт, для них нельзя будет списывать затраты. То есть нанять сотрудника они смогут, но списать их заработную плату как затраты уже не смогут. И вот здесь эта система налогообложения актуальна для тех, кто, допустим, является фрилансером, графические дизайнеры, журналисты, которые пишут на заказ, допустим, художники, IT-специалисты, маркетологи, то есть те люди, у которых нет, допустим, много затрат. Смотри, например, я предприниматель, я открыла деятельность, зарегистрировалась на ричалд сразу, да? А потом у меня к этой деятельности еще есть какая-то идея бизнеса, я регистрирую еще один вид, код добавляю. Я могу вот эту предыдущую вид деятельности на ричалд вести, а дополнительно на другой системе налогообложения? Нет, если ты молодой вообще, если ты предприниматель, то ты выбираешь одну систему налогообложения и по ней уже ведешь все свои виды деятельности. Но если мы говорим, допустим, про ричалд, то здесь, если у тебя две разных деятельности, то они и по-разному будут налогооблагаться. То есть, как я сказала ранее, на ричалте разные ставки налогообложения, следовательно, для каждой деятельности своя ставка. Добавляем код, и на этот код выбираем свою ставку. Да, да. А если мы говорим про такой вариант, что ты, допустим, открыла деятельность, решила себя там попробовать в рисовании, открыла деятельность и ведешь рисование, то ты можешь поменять потом в будущем свою систему налогообложения. Если поменяешь деятельность или же поймешь, что эта система налогообложения для тебя не актуальна. То есть это можно будет сделать. Хорошо, ВАТ здесь в случае ИП мы выбираем быть плательщиком ВАТ или не быть плательщиком ВАТ, да? То есть тоже просчитываем, выгодно нам это или нет. Не то, что выгодно нам или нет, а ты должна еще просчитывать то, откуда у тебя будут заказы. Да, вот поэтому и выгодно или нет. Да. То есть если ты, допустим, ведешь свою деятельность в Польше и будешь предоставлять услуги тоже в Польше, то ты должна быть зарегистрирована в польском ВАТе и, следовательно, добавлять ВАТ на услуги, которые ты предоставляешь.
Но на системе Richelt это же не так. Это до 120 тысяч злотых ты можешь не быть плательщиком ВАТ. Но опять же, все зависит от услуг, которые ты предоставляешь. Есть определенный спектр услуг. Это адорации, консультанты, допустим, это правники, давай юридические консультанты, так их назовем. И вот они всегда добавляют ВАТ. То есть это тоже все зависит от этого Да. кода. Если ты выбираешь код, где обязательный ты плательщик ВАТ, то все, с первого дня ты платишь ВАТ. Да. То есть все зависит не только, конечно, хотелось бы, конечно же, чтобы все зависело от лимитов, но есть определенные профессии, которые обязаны уплачивать ВАТ сразу. Мгм. Дальше еще есть налоги, опять же, от заработной платы. Если человек нанимает другого человека, то так же, как и в спулке, абсолютно Да. так же начисляются налоги от заработной платы, правильно? Да, то есть, опять же, все зависит от того, по какому договору работает этот специалист, то есть предоставляет трудоустроен этот специалист. Если это умова о праце, допустим, трудовой договор Трудового кодекса, или же умова злоцения, договор Цивильно-правового кодекса, то там есть уже налоги сотрудника и есть налоги работодателя. То есть работодатель тоже должен уплачивать определенные налоги. Смотри, если в случае спулки есть двойное налогообложение, то есть когда я, как учредитель, хочу снять деньги, которые заработала моя организация, я опять вплачиваю 19% налогообложения. В ИП этого нет, я просто перечисляю себе на счет эти заработанные деньги и налог не плачу с этих денег. Ну вот по поводу интерпретации, вот как ты сказала по первому варианту, тут же есть налог юридического лица, и потом, когда ты снимаешь дивиденды, ты уже уплачиваешь этот налог как физическое лицо. То есть это не совсем двойное налогообложение, просто разные лица уплачивают разный налог. Если мы говорим про ИП, то да, все, что ты заработала, уже налогообложилось, и потом чистую сумму ты можешь тратить как тебе угодно. У нас в Беларуси есть вот такой страх вести деятельность, открывать спулку, ИП, потому что я на своей шкуре ощутила там вечно вот эти вот пачки документов, каждую бумажку надо собирать, все расходы там прикреплять. Если ты выписываешь накладную, нельзя ее выставить электронно, как здесь мы это делаем. Каждая накладная выписывается, ну пускай она на компьютере, но она должна распечатана быть, подписана 2 сторонами. Расскажи вот немножко об этой стороне в Польше. Все диджитализировано более-менее. Это удобно. Мы, как компания, сервис-провайдер, то мы еще проводим тренинги, мы проводим онбординги, у нас есть бухгалтера, которые обслуживают ИП. Мы вот понимаем эту особенность человека, что он иностранец, он приехал в Польшу, он не знает, как работает здесь все, и мы вот заинтересованы, чтобы его научить, как вести деятельность в Польше. Есть сервис-провайдеры, которые просто предоставляют услуги бухгалтерского учета. Все, на этом они заканчиваются. То есть ты здесь всегда можешь найти помощь, можешь найти какого-то провайдера, который тебе поможет настроить свою деятельность, но, опять же, нужно смотреть на то, какой спектр услуг они будут предоставлять. Тут всегда я рекомендую искать помощь. То есть человек без знания польского законодательства, польского права, польской налоговой системы, он не сможет так быстро влиться и вести себе ИП самостоятельно. Потому что тоже общаясь с клиентами, очень часто слышу, что а я могу вести ИП сам? У меня только будет одна фактура и подтверждение того, что деньги зайдут на мой счет. Да,
Конечно, вы можете попробовать. Почему я буду вас как-то ограничивать? Но будете ли вы готовы к последствиям? Будете ли вы готовы к тому моменту, когда придет аудит ужин скарбовый, это налоговая? Будешь ли ты готов к тому моменту, когда к тебе придет письмо от ЗУСа? То есть, если у тебя есть партнеры, которым ты доверяешь и которые решают эти аспекты, да, класс, начинай вести свою деятельность. Если у тебя какие-то сомнения, подумай, поищи варианты, как еще можно зарегистрировать деятельность по-другому. Но я лично сама тоже считаю, что лучше нанять специалиста именно здесь, потому что мы в эмиграции, мы не знаем языка, нам очень сложно иногда вот эти внески всякие заполнить, разобраться в этих системах налогообложения, какую лучше выбрать. А человек, там, как опытный бухгалтер, он, например, подскажет, что так, тебе выгодно это, на этом этапе делай так. Или там пришел какой-то документ, ты отправил, ты всегда знаешь, что у них можно спросить с теми людьми. Но как выбрать себе именно эту компанию, которая тебе будет правильно и качественно делать эти услуги. Потому что я столкнулась с тем, что была бухгалтер полька, которая там, просто навела таких чертей, что я не знала, как разобраться. Пришла потом бухгалтер белоруска, которая работает в Польше уже много лет, навела порядок, и я знаю теперь, что по любому вопросу я могу обратиться к ней в любую секунду. Да, вот кто бы как бы ни говорил, а все же наш человек, знающий права, знающий правила, знающий систему изнутри, он самый полезный. Всегда приятно общаться с человеком на своем языке. Расскажи, ваша компания, какие услуги предоставляет, за какими услугами к вам можно обращаться? Мы помогаем в регистрации ИП, помогаем в регистрации ООО на территории Польши. Мы также ведем бухгалтерский учет, но если мы говорим еще про ИП, то помимо бухгалтерского учета мы предоставляем онбординги и предоставляем тренинги. Что такое? Да, давай объясню. Допустим, твой бухгалтер по доверенности может за тебя делать практически полный спектр услуг. То есть он может уплачивать за тебя налоги, выставлять за тебя инвойсы. Тут, к сожалению, я имею в виду в Польше, есть определенный спектр услуг, которые должен уметь выполнять сам индивидуальный предприниматель. И мы проводим тренинги по тому, как правильно выставлять инвойсы, как правильно оплачивать налоги. Если он должен какой-то документ заполнить, мы учим это делать. Также, если нужно внести какие-то изменения в свое заявление в реестре, тоже мы это помогаем делать, мы объясняем. То есть мы помогаем разобраться, как работает польское законодательство и польская налоговая система здесь для иностранцев, и на что важно обращать внимание. Также вы как бизнес-инкубатор работаете? Да, это было наше первое направление бизнес-инкубатор. То есть мы первый бизнес-инкубатор в Польше, который сосредоточился в IT-сфере. Помимо того, что мы предоставляем услуги бизнес-инкубатора, регистрации бизнеса, также предоставляем услуги бухгалтерского сопровождения, у нас есть услуги по получению карт ВНЖ, карт ПМЖ, карт резидента ЕС и гражданства. То есть у нас есть отдельный департамент, который занимается подготовкой всех документов на подачу и также получением карт. Если у вас будут вопросы дополнительные к Катерине, пожалуйста, пишите под этим видео, и Катерина обещает на них ответить, правда? Да. Если вы уже заинтересованы в регистрации бизнеса, то приглашаем к нам. У нас консультанты смогут более детально, по ступенькам всю информацию изложить. Консультация платная или без?
Все зависит от вида консультации. У нас есть платные и бесплатные консультации. Если мы говорим о консультациях по поводу регистрации бизнеса, то они бесплатные. Если мы говорим о консультациях определенного специалиста, например, юриста, либо же финансового консультанта, то уже в зависимости от запроса мы оцениваем и подтверждаем сумму с заказчиком. Спасибо большое. И тебе большое спасибо. До новых встреч.